Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Мгм. Что ты видишь? О, еще такого не видела. Вижу, как выглядит программа самосаботажа. Это выглядит как считывается хозяин решений, то есть это как считывается пломба. Я подумала, что? И сразу пришло, что программа самосаботажа. Как будто человек стоит и берет какие-то договора из сектора магии, подписывает и перекладывает в сектор интерферентов. Мгм. Да, считывается программа самосаботаж. Мгм. Ну ладно, разберемся, Виктория. Да, Отсоединись от всех и всего, поднимайся повыше. да. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Ирины. Ирина. 1, 2, 3. Ну вот вижу, да. Ее, она большая в эфирном пространстве. Энергосфера вытянута вверх. Правая нога как-то по щиколотку, чуть-чуть выше, как в черном носке. Правая рука почему-то вытянутая, длинная такая, черного цвета. И вот это пишет. Рука длинная почти до этого места, до уровня этого носочка так называемого. И подключка тянется в сектор магии. В секторе магии находится эта бабка, которая, ну, вот так считывается, поколотить. Угу. Мгм. То есть вот это. Угу. Так, хорошо, Виктория, считай эфирная ДНК. Ирина, она ли это? Да, это она. Спроси у нее разрешение потрудиться с ней для нее. Да, она разрешает. Угу. Так, что это бабка? Я приказываю проявить согласно физической ДНК. Отвечать, кто она такая. Она говорит, что она укорачивает Ирине жизнь. Угу. Так, что конкретно она делает? Приказываю ей отвечать. Она говорит, что соблюдает веревку. И в руке как веревка такая с узлами. И она вот так ее перекручивает. И вижу, что в эфирном пространстве Ирина берет от нее какую-то штуку, подписывает и передает. Я слышу соглашение на саморазрушение. Угу. Так, что это за соглашение? На что Ирина согласилась? На саморазрушение. Угу. А что это значит? Как-то... Надо посмотреть, где зацепка, почему она Угу. пошла именно к этой бабке. Ну, Угу. среди миллионов других выбрала именно эту. Угу. Давай посмотрим, Виктория, где зацепка, почему Ирина выбрала эту бабку. Ну, я слышу голос, вот этот, что Ирина говорила, бери ее, как отец говорил. Угу. И это предательство, как передать. Предательство это как он, как этот, подключил ее к этому, к этой программе. Передать. Вот это она берет, туда передает. И что она передает? Я слышу равновесие. Почему-то идет равноденствие, равновесие.
М, Мгм. Вот это вот так. Сейчас надо посмотреть, что случилось. В эфирном плане, что с Ириной случилось, когда Да. отец передавал ее, предавал. Ну, я вижу, что в этот момент у нее она как зависла, вот так, пух, и такие на глазах вот эти, которые считываются клямбы. Сейчас раз. Вот, сразу идет. Я смотрю, что это за блокировка. Оно считывается упокой. То есть, и сразу подключка пошла в сектор интерферентов, упокой. Э, Так, что за упокой? Мгм. Там буквально она как будто бы ложится в секторе интерферентов и укрывается покрывалом. Этим черным покрывалом, такая черная энергия приходит, и такой крест на груди рисует. Мгм. Выбивает. Наколка это. Да. Так, из сектора магии. Так, а кто находится в секторе магии? Приказываю проявиться, кто находится в секторе магии согласно физической ДНК. Это считывается, я решила убить себя, то есть ее личное решение, направленное против нее. Это самомагия. Мгм. Ну, или самосаботаж, или самовнушение, ну, вот это. Принятие этих, я Принесение слышу, себя в жертву. эгрегора, да, Мгм. эгрегора убийства, саморазрушение. Мгм. Так, Ирина уже свела эту наколку, и она отказывается от этой наколки. Пусть Ирина зайдет в тот момент, когда она решила это сделать и изменить эту ситуацию. Ого. А, да, я вижу, как это идет лазер вот такой. Мгм. Сейчас я зайду в тот момент, когда она Мгм. решила. Я вижу, она как будто простыню вот так стряхивает. Считывается, уложила. Так, кого уложила? То есть вот эту программу этого покрывала Мгм. отдает обратно. А, Я вижу, как она встает с этого кресла и вот так отодвигает. Вот отсюда у нее такой плотный шар идет и отодвигает эту руку какой-то человек, татуировщик. Мгм. Считывается со змеиным взглядом. То есть вот эта энергия очень негативная у этого человека. И просто как змея, вижу, выходит у нее из сердечной чакры, она поднимается вверх. Я передаю, чтобы она очистила все ее пространство информационное, стерла со всех информационных полей. Присутствие этого решения делать эту наколку. И вижу, когда эта бабка вот это стучит бутылкой по ней, Мгм. она оборачивается вдруг и видит этого страшного дракона, этого духа. Потому что, ага, буквально считывается как люциферианский дух предательства у этой бабульки. Ну, потому что она аферистка. Такими методами никто не лечит. Это с одной стороны. С другой стороны, Ирина не должна была идти к профанам. В каждой профессии есть профи и профаны. Но вот ее, вижу, этот сапожек снимает, и этот рукав черный. Считывается предательство себя. Мгм.
И вдруг эта девочка стоит, когда отец говорил, возьми ее. Так. Вот эта бабка находится в секторе магии. Пусть Ирина приказывает ей убирать ее воздействие, этому духу приказывает убрать ее воздействие. Они вторглись в ее пространство. Пусть отдает им карму. Забирают, буквально вот так вот сматывают. И я передаю Ирине, чтобы она выталкивала, если она хочет, эти зловредные энергии, программы и очищала все ее пространство. Она это делает. Угу. И вот эта маленькая девочка стоит, и берет как что-то черное в секторе магии. И, говорит отцовский эгрегор. Угу. Эгрегор отца-предателя. То есть она здесь считывается как отказник в этой Отказник. ситуации. Угу. Да, то есть типа от нее отказались в этот момент. Она себя так почувствовала. Я ей передаю информацию о теперешнем сознании Ирины и о том, что ее отец истинный– это первотворец ее божественной чистой души. И пусть она этот блок выталкивает с ее пространства, разбирает. Это не важно. Нет значения этому слову, что отец сказал. Я Угу. вижу, как буквально раскалываются эти, как два экрана на глазах, и ее духовный взгляд резко просто соединяется с первоисточником. Я передаю, чтобы она убрала все крючки и зацепки самопредательства, самосаботажа и разрушила эту программу и отказалась принимать участие в играх, колдовских играх антимира. Нас И пусть отдает карму. И я вижу, как идет наоборот уже вот эти подписанные контракты идут туда наоборот. Какой-то Константин в секторе магии. Водитель приказывает ему Константину проявиться, отвечать, кто он такой. Говорит, дух соблазна. Угу. Приказываем отвечать, что он делает в пространстве Ирины. Говорит, строю глазки. Угу. А на самом деле что? Приказываем Зацепляю, говорит, зацепляю и вижу, что цепляется в секторе принятия решений. Угу. Так, что это? В секторе принятия решения. Так, сейчас я посмотрю. Да, слышу убийство себя, разрушение себя Угу. на эту программу. Она выглядит странно. Программа? Ну, вот это, да, в секторе принятия решений, оно выглядит, как будто это какая-то мочалка, как веревки вот так связанные в одну, ну, как метелка, только с мочалок, ну, как с веревочек с таких. Угу. Выглядит как метла. Так, что же это такое? Ну, буквально как такие веревочки белые. Считывается это зацепка, гипноз, и притягивается на вот в сердечную чакру дефект. Какой-то дефект быта, дефект. Сейчас Угу. я посмотрю, на что притягивается. Угу. Ага, слышу флирт, то есть и это негативная программа. Ну, потому что влюбленность ничего общего не имеет с любовью. Это влюбленность– это зацепка агрессора и жертвы. Угу. Вот.
Так, а вот эта метла, эти отдельные ниточки. Сейчас я посмотрю, что Посмотри это. какую-нибудь ниточку, да, из чего она состоит, что это за нитки. Вижу, что это одна из веревочек. Вот так. Она как-то как оторванная такая. И с этой, состоит из нескольких веревочек. Мгм. Одна оторванная, Одна из пучка. Мгм. белая, да, а вторая какая-то синяя тянется в сектор интерферентов и черная. То есть получается одна оторванная, а две тянутся в сектор интерферентов. Так, синяя. Это что такое? Мгм. Что это? Это вижу, что эта энергия как и считывается как какого-то джина, чудеса, волшебство, магическое волшебство. А, а черная, Мгм. оно вот так клац, клац, магия воздействия, взаимодействия, каприз, Мгм. отсутствие духовного взора, карусель, преобразований, перерождений. То есть это зацепки на... Так, а кто там внутри находится в секторе интерферентов? Вижу, что там появляется как будто сквозь черное такое облако внизу так, Мгм. как будто кто-то, как змея, свилась таким клубком, желтая, как желтый удав. Мгм. Считывает Приказывает. генетическое несоответствие. Вот этой оторванной белой энергии с этими Мгм. подспудными желаниями вот уничтожить себя. Мгм. Это несоответствие чего? Генов, которые на физическом Я уровне? слышу Мгм. божественного духа, и вот это как раз и символизирует эта оторванная веревочка, то есть она оторвана, она не может как бы соединиться, но вот эта черная энергия соединяет вместе несоответствующие души. Мгм. И это уходит в эгрегор карусель взаимоотношений, притягательства. Мгм. Вот. Так, а где это был случай, когда эта белая ниточка оторвалась впервые от этого общего пучка? Я слышу какое-то «я хочу быть проституткой». И вот как будто сигаретка какая-то, Мгм. Так. марихуана звучит. Ага. М. Да, это случай, когда она попросила этот. Считывается Мгм. детский бред. Почему детский? Мгм. Я слышу неразвитость ума. И это все характеристики этого эгрегора, то есть эти энергии. Сейчас я спрошу у Ирины, когда она впервые подключилась к этому. И снова слышу предательство отца. Мгм. И вижу, что это передача на генетическом уровне, потому что я вижу момент ее зачатия. Так. Что произошло в момент зачатия с эфирным телом Ирины? В эфирном В пространстве. эфиром. Мгм. Я вижу, что она как будто протискивается уже в готовые вот эти схемы, а,
Это как в форму заливают какое-то вещество, чтобы получить уже готовую, а, какое-то готовое Изделие. Мгм. изделие, да, определенной формы. И считывается втоптать. Мгм. Так. А давай спросим Ирину, почему она выбрала этого отца, то есть и это мать, зачем ей это было нужно втискиваться в эту форму? Она показывает, что над ней такой черный потолок, и говорит, что не может вернуться домой. Говорит, у меня тысячелетний контракт. Мгм. Это из-за контракта ей было необходимо воплотиться? Она показывает, что она как в этом, знаешь, как мышка в колесе в таком. Хомячок бегает по Да, кругу. как Мгм. какая-то шестереночка или что-то такое, которое вот так двигается, знаешь, как будто какая-то в каком-то механизме большом такая вот штучка, которая вот так двигается, и движущая сила находится в секторе интерферентов. Там снова я слышу тысячелетний контракт. Мгм. Давай, Виктория, посмотрим это событие, когда Ирина заключила этот тысячелетний контракт. Но я ее спрашиваю, ты помнишь? Почему-то я вот так ее спрашиваю, ты помнишь? Мгм. И что это за контракт? И она вот вытаскивает из сектора интерферентов что-то такое, которое как бы тлеет. Там такой, как огонь тлеющий, и такая зола. Зола — это пепел, и оно связывает сектор интерферентов и сектор магии. И Мгм. она вот это вытащила, что такое, как уголь обгоревший, внизу оно тлеет. Мгм. Что это за уголь обгоревший? И Что она это? вот это М. смотрит, и Мгм. сейчас я посмотрю, и говорит: "Мой тысячелетний контракт на разрушение моей души". Она вот это говорит. Мгм. И ужаснулась. Она просто ужаснулась, когда на это все посмотрела. И я ее спрашиваю, осознает ли она всю степень ответственности перед ее душой. И она, слышу, слово идет карлик, Мгм. карлик, гном какой-то, карлик. В Кто это? секторе интерферентов находится какой-то синего цвета. Приказывает этому карлику проявить согласно его эфирной ДНК, отвечать, кто он такой. А сейчас он проявился в секторе магии. Приказываем отвечать, кто он такой, как мы его знаем. Идет слово карликовость. Сейчас Мгм. прячется в каком-то механизме. Приказываем убрать все иллюзии, все защиты на снятие магии колдовства, показать его истинный эфирный ДНК, кто он такой. Из сектора сейчас принятие решений, как будто бы родилось такое яйцо и М. переходит в сектор интерферентов. А у Ирины в секторе принятия решений, как у курицы вот эта попа, и выходит яйцо, а яйцо сейчас находится возле ее правой ноги. Так, Мгм. Что это за объект такой? Что это за энергия яйцо?
Сейчас я его стучу, оно так как яйцо звучит и выглядит как яйцо. И скорлупа такая белая, пористая. Сейчас я что-то написала на нем. Или кто это написал? Сейчас я посмотрю. А там написано на этом яйце. Нет. Это кто-то написал из сектора магии. Шок. Написал шок. Сейчас. Кто написал? Приказываю Приказываю ему проявиться. отправиться. Кто написал это? Кто он такой? Появляется от этой надписи такая косматая длинная борода. Потом вытаскиваются с нижнего пространства такие черные глаза, как паук выходит. И в этом пауке проявляется карлик маленького роста, какой-то колдун Мгм. в черном плаще, как атласный, на голове а, колпак. Считывается это магическое воздействие. Ам, Это колпак обозначает магическое воздействие. От него, да, такая подключка в сектор магии, то есть это считывается дух упыря, вот этот Мгм. колпак. Руки какие-то огромные, несоответствующие. Огромные руки, какие-то красные, считываются в крови. В крови Мгм. невидных душ. В сердечной чакре как дыра такая, портал. И так, кто проявляет этот дух? Приказываю, кто на физике проявляет этот дух, приказываем проявить согласно физической ДНК. Вижу один глаз только, как третий глаз. Так, а что же это такое, вот этот третий глаз? Может, это вообще ненужная какая-то штука? Я вижу, что это считывается Люцифер и дитя блуда, ангельский детеныш с одним глазом, нефилим. Это какой циклопа? Да, Один. циклоп, да. Мгм. Считывается как упырь, детеныш, как бы. А почему он карлик? Я Мгм. слышу, Что что он уменьшил человеческий род, уменьшил, привел в заблуждение, виновен в катаклизмах. Мгм. У него очень тяжелая карма, человеческий блуд. Так, кто это? Вот этот одноглазый, приказываем отвечать, кто он такой. Так. У него привязка к этому яйцу. Мгм. Не говорит кто. Сейчас я приказываю ему написать. Он говорит: "Мон и муж". Приказываю ему истину назваться, кто он такой, истину. Заложь карму сразу. Ага, увидела экран, и вот этот жест, бороду вот так крутит. Говорит, Илья Монастырский. Я, пишу вот так, написала ложь сияющим таким этим всё. Пишу Мгм. ложь, приказываю ему назвать его истинное имя. Он считывается как пришелец, отшельник, отщепенец, сын Люцифера. Мгм. Так, это мы приказы Это отвечать. Илья Мамаев идет, Мгм. ответ. Что это за карлик? Какое он имеет отношение к этому карлику и этому яйцу? Так, я его замораживаю, потому что он начинает бить это яйцо. Он как карлик такой, который,
Это дух такой карликовый, Мгм. маленький. То есть это уменьшающийся. Это, я слышу, потеря сознания, света. И бьет как такой киркой, как эти гномики бьют. Гном. Это Мгм. сказочный типа герой. Бьет это яйцо. А в яйце находится кто? Что А находится в я слышу яйце? Ирина, дух Ирины. Там что-то как какая-то штука сияет таким светом, эм, как бриллиант, такие лучики Мгм. дает, преломление лучей, отражение. И вижу, там находится вот как игла такая длинная, которая вот дает такие блики. А эта игла считывается как разделенная вот эта часть, как открытая часть, грудная клетка. Мгм. И там внутри находится такой черный объект с глазом Люцифера. А где Ирина? А она там лежит как бы сбоку. Это ее Мгм. потерянная душа. Она лежит и как будто пьет какую-то черную воду. Мгм. Считывается, умирает. Она говорит, умираю. Я спрашиваю, кто умирает? А она оборачивается вот там, где лежит, еще ниже, и показывает, что как пластина такая черная, а под пластиной говорит мой божественный дух, мое истинное я, мое предназначение быть живой. Мгм. Это дух жизни, это вот эта искра жизни, это ядро души человеческой, это дух, который Так. запрограммирован фактически на жизнь. Но он не запрограммирован, что невозможно поменять, а меняется под воздействием человеческого сознания. И это считывается как захваченный вот этот потенциал. Мгм. И вижу, как будто она такая сетка, как из паутины черной. Бросил кто-то на это яйцо. А что символизирует это яйцо? Целостность жизни, привод, полноприводный цикл Мгм. жизни в жизнь, жизни в жизнь. Да. А что, игла что обозначает? Я слышу расшить. Это перепрошивка сознания. Это перепрошивка внутреннего М. баланса. Мгм. И я вижу, сейчас посмотрю, кому. Вот это символизирует открытое подсознание, открытое для воздействия чужеродного, магического. И эта игла, это как раз эта нить, которая вот тянется, вот эта черная и синяя с этой кисти. И вот эта борода черная. Мгм. Там же эти эзотерические практики, и это же колдунья, которая вывих сделала в шейном позвоночнике, и ноги поставила, я слышу. Вот. Это Мгм. все один и тот же дух или одна и та же программа, которая,
которые нужно просто исправить, уничтожить. Мгм. Так, а ее душа находится ниже, да? Ты сказала, где-то под Да. этой. Мгм. Там, где тысячелетнее правление, я слышу Люцифера над землей. Мгм. Тысячелетнее. Так, какое отношение имеет Ирина к этому тысячелетнему правлению? Она показывает, что она пришла, буквально вот так пришла, Так. говорит на зов падшего ангела. Мгм. А кто Так. этот падший ангел? Давай посмотрим, Виктория, это событие, где этот падший ангел находился, когда это Ирина с ним встретилась. Я Что это за вижу событие? какой-то субъект считывается. Субъект, он вот так делает, как будто бы жонглирует такими синими энергиями. Я слышу, творит чудеса. Мгм. А Ирина восхищается, вот так находится, как сияющая богиня или ангел вот, с крыльями, и восхищается очень сильно. И он ее ослепил буквально этим черным светом. Ей как она вот так как смотрела, то ее вот так как черный такой свет, прямо блюм, прямо Мгм. так и слышу, блям, вот эти клямбы какие-то или клям. Мгм. Так, кто это? Слушай, вот почему клямбра. Клям. Мне прямо пришло. Украинский язык считается самым, одним из древнейших языков. И вот клямка, вот я вспомнила старое слово, которое уже, наверное, не используется. Это как такой крючок, это защелка, что-то Мгм. закрыть, соединить вдвоем, вот, как замок. Ну, как на этих на воротинах, да? Ну, вот Бац, как это, закрыл. такой крючочки Замок, такие, да, я дверь вижу. закрывать. Вот так Мгм. раз и закрыл, то есть соединил а, а, этот. Так, а кто это там жонглирует? Приказываем ему назваться, кто он такой. Так, считывается, он внутри этих синих энергий очень густые. Вижу, что это маленький внутри этих энергий черный вот этот колдун с этим на голове Мгм. колпаком Так, с черным. колпака. С Илья. глазами Илья, Мгм. да. Мгм. Так, а и чем он ее ослепил? Что он такого показал, сказал? Он, щас, я слышу, жонглирует энергиями и сделал какой-то выброс. То есть я вижу, что это Вселенная, как дала вспышка, такой выброс энергии. Я Мгм. слышу излучение. Излучение добра, доброй энергии. Оно вытолкнуло вот это там, внутри такая черная энергия, синяя, и оно там произошла какая-то реакция и вытолкнуло этот свет наверх. Мгм. А я слышу, что не удержался этот свет. И когда вот эта вспышка произошла, образовался, ну, очень это так примитивно сказать в эфирном пространстве, как магический процессор, я так слышу. Эм,
А ментальная карта сразу как отображает действительность во Вселенной. По конам Всесвіту каждый обязан предпринять шаги по распространению истины и продемонстрировать свои намерения. Мгм. Он ее ослепил, я слышу, добротой. Но не потому, что он добрый был, а потому, что эта доброта вытолкнулась, и А она считалась. А что это доброта? Сейчас я что посмотрю. это произошло, да? Что это выпрыгнуло? Из чего? Что это он продемонстрировал Я ей? слышу акт творения. Произошел акт творения. Вселенского разума. Вся Вселенная – это на самом деле энергия, разум. Энергия живая, разумная. Она как живое существо. Так. И я вижу, что когда этот акт творения произошел, то это выглядит, как образовалось такое гнездо, вот это, что я видела, которого раньше не было, в котором вот эта змея скрутилась и начала высиживать яйца. Так. Она рождает эти яйца. Я слышу блики сознания, отражающие люциферианское сознание. Сознание этого, ну, он и считывается Люцифер. Ну, вообще, Илья считывается как Люцифер. Мгм. Разум. Разум Люцифера. Ну, это не только Ильяс. Пусть он там, ну, некоторые подумают, что это только Илья. Нет, каждый человек или каждое существо, которое вдохновляется этим духом, то есть проявляет эти качества, Мгм. впитывает в себя этот дух, он и считается как носитель люциферианского духа. То есть велика честь одного называть, да? То есть это Мгм. все вот эти эзотерики, лжецы, а, Носители этого духа. да, Мгм. ну, они считываются все как маньяки, Мгм. потому что у них вот их действия направлено против жизни божественной души, божественного сознания. Так, Виктория, что на самом деле увидела? То есть то, что увидела Ирина, что на самом деле это есть? Я сейчас тебе объясню, как бы это объяснить. Это, ну, как принцип вот этот, каждый к своему. Это была вытолкнута Мгм. как вспышка. а, А а чья э, это энергия Это выполнила? божественная энергия, которая отделилась, она разделилась. Вот этот космос как разделился на двое. Мгм. И черная энергия, образовались вот эти эгрегориальные структуры. Ну, это все образно говоря, по нашему человеческому понятию. Там сложные процессы. Оно вот так сразу образовалось, а свет был вытолкнут. И вот эта вспышка света, она как бы ослепила тех, кто смотрел и как Мгм. бы доверял этому Творцу. Но Да, оно сам вот этот считывается процесс. Мгм. в неземной разум, а чей? Да, что это что это свет, что это за эфирная ДНК? Давай считаем, что вспыхнуло, что оттуда вылетело, кому это принадлежит. И я вижу, что я слышу разрыв добра и зла и разрыв вот этой сердечной чакры. Образовалась эта игла. То есть это потеря внутреннего контроля над собой, восхищение. Эта энергия
светлая энергия, она отделилась. То есть было все одно, а когда этот начал творить свою, его вселенную, ам, его способом, без духа жизни, то вот отделилась. А откуда она отделилась? Мгм. А я вижу у него из сердечной чакры. Оно просто вышел, тот божественный дух, вернулся, образно говоря, к первотворцу, потому что он был сотворен божественным совершенным Творцом, и эта энергия божественная отошла вверх, как сияние. А Так это потом, и его частичка души, да? да, Которая- да, и она вот так вот как А, вспыхнула, а потом разделилась на множество таких, как, как дождик, начала опадать. Бывает такое, как туман начинает эм, мгм. превращаться. И оно вот так вот вспыхнуло, а потом начало оседать. И вот эта вспышка ослепила. И Ирина говорит, я пойду. У нее вот это образовалось как рана в сердечной чакре, то есть, или, как мы говорим, взломан внутренний критик. Мгм. Вот. А И она взломался. собирается на тысячелетнее М. царство. Какие мотивы Ирина? Почему она собралась идти вниз туда? Она говорит, что она тоже хочет, и она смотрит на свои руки, а у нее руки тянутся. То есть как только она захотела точно так же творить, М. то у нее вот эти руки стали как синие, вот эти, они потянулись, а он вот так зазывает этим когтем, потому что там образовался этот кубло, я слышу, это гнездо собирания божественных душ. Ему стало не хватать собственного света. Вот оно что. Вот это образовалось гнездо черное. Ему не хватает собственного света, собственной доброты, потому что она М. вышла, она отделилась во время этого Отделение. творения. Мгм. Да, то есть он сотворил Вселенную не по конам живого Всесвіту. И ему стало не Так. хватать. Мгм. И он начал как зазывать других для того, чтобы восполнить недостающие звенья Мгм. в его сознании. Так, то есть вот этот фокус, что он показал, на самом деле это разрушение души, которая вспыхнула. Так Да, получается? то есть этот акт творения на самом деле это акт разрушения. Мгм. И Ирина не поняла этого, что это разрушение является, а не творением. Она не видела этого, нет. Она была ослеплена, он ее ослепил. Мгм. Пошло вот эти клямбры или клямки в глаза, и вот Мгм. сразу вот эта сердечная чакра вот так она раскрылась, и произошел замен. Она как свой свет божественный, свое ядро божественного Я потеряла в этот момент, а его вот эта черная энергия вернулась, к ней пришла. И ее руки, вижу руки, они как приклеились, а, я слышу, к земле, приклеились к земле. Мгм. И они вот так тянутся, такие длинные, как магнитом притянулись к земле. А почему к земле? Почему? М, Слышу акт творения. А руки-то что? Нет, потому что человек, я вижу вот это, как библейская история, как Адам кусает яблоко, и слышу потеря совершенства, втрата досконалости. Вкусила зла? Поня Сейчас я Мгм. посмотрю. Мгм.
я слышу спор. Земля стала началом небесного спора. Это как камень раздора, яблоко раздора, говорят. Мгм. То есть именно на земле начало решаться. А почему именно на земле? Интересно, во Вселенной что, больше нет разумных существ типа человеческих? Мгм. Почему была и выбрана именно Земля? Нет, выбрана не была специально. Просто я вижу, я слышу, сейчас вернусь, что-то я потеряла, вернусь обратно. Вернись. Начало несовершенства, выбора, начало выбора. Вот это. Просто на Земле человеческие существа Мгм. сделали вот Впервые. этот выбор, да, Мгм. воплощенные существа. И поэтому вот Материализовано. эти Ага. боги, которые посмотрели на это все, они привязались к материальному, то есть к земле, к воплощению в человеческих телах. Я слышу, приземлились. И начала вот эта программа уменьшение. Я слышу уменьшение рода человеческого. Я вижу, как рост человека из поколения в поколение, вот оно начало уменьшаться. Ну нет, не с поколения в поколение, а циклами я слышу. Ага. Падениями. Какими-то вот циклами. Тух, тух, как по ступенькам. И в Мгм. это гнездо. А этот паук сидит, э, как этот, знаешь, символ паука этого, чахнет, который над златом чахнет. Ага. Вот это Кощей. Кощей Бессмертный. Он свое бессмертие поддерживает именно смертью этих божественных душ, которые отдают свою силу и свой Мгм. код жизни. Да. Хорошо, Виктория, давай вернемся к контракту. На что Да. Ирина согласилась, когда пошла на этот вниз? Снова вижу, она как стряхивает этот горячий пепел. Говорит, на тысячелетнее царствование Ильи. Но почему-то идет Люцифера, Ильи одновременно. Мгм. Сознание Люцифера в Илье. Ну, я думаю, что нам эта тайна еще будет раскрываться, потому Мгм. что истина открывается постепенно. Мгм. Мы буквально вот как добываем эту истину, потому что она вся скрыта. Мгм. Что значит вот это, что Ирина позволила ему тысячелетнее царство править ему? В чем ее было соглашение? Она говорит, пойду потворю. И вижу у нее, она как бы с радостью, но руки сразу посинели. А, Это считывается как колдовской эгрегор, типа творить чудеса, м, пере перетравливать, переделывать. Мгм. Так. Руки посинели от того, что она решила, да, заниматься этой магией? Приняла на себя ответственность, я слышу, за сотворенное Люцифером. Мгм. Соучастница. Я слышу, содействуй, содействовать. Ну, Мгм. каждый человек на самом деле содействует Люциферу, когда своими мыслями, словами, действиями совершает что-то, что противоречит конам божественной живой вселенной, живого всесвіту. Мгм. Потому что Вселенная — это как раз и есть центр антимира. Все есть лень, все есть тлен. То есть вот этот образ накрыться,
этим тленом лежать, ничего не делать в эфирном пространстве, то есть отдать свою душу как бы на упокой. Мгм. Так. Посмотри, Виктория, в контракте есть ли еще какие условия, что нужно обличить? Но я слышу вот так, почему сейчас интересно, на 1000 лет только. Ага. Почему Почему на это? 1000? Почему на 1000 лет? Кто предложил это? Мгм. Давай посмотрим, кто 1000 лет. предложил на 1000 лет. Я вижу, что у него больше не было выбора. То есть у этого Люцифера он предлагает этот лист. Он как такая плита каменная, но только на 1000 лет. Я слышу, дано право управлять земными делами, доказать свою состоятельность. О, вот мне сразу идет аналогия. Мне идет сразу аналогия, что вот страна, ну, допустим, какая-то страна образовалась. Ну, вот в 17 году эти чекисты захватили, эти бандиты, власть, да, поменяли, создали новую страну, которая там СССР была, Россия типа, Белоруссия и Украина, всего 3 страны. И они зафиксировали это в международной организации, что они вот созданы. И им дано, ну, это каждой стране дается 100 лет для того, чтобы страна доказала свою состоятельность. Мгм. А в эфирном пространстве, в космосе это 1000 лет дается. Хм. 1000 лет. А, Вот. И вот поэтому Путин, начал в 2014 году войну в Украине, потому что, Беларусь он захватил как, без военных действий, хитростью и подкупом, а Украина не поддалась в 2014 году, и поэтому они, ну, Януковича выгнали, то есть путинского этого ставленника, да. Потому что это не был президент Украины, это все президенты до этого были ставленники Москвы. И в 2014 году народ как бы возмутился, и поэтому Путин начал войну. И уже он решил это закончить, потому что в 22-м, по-моему, 100 лет как раз было с момента подписания этого договора о создании Советского Союза. И поэтому он должен был предоставить, что в состав Советского Союза, то есть нового этого РФ, входит Украина, Беларусь ну, Московия или Россия, как они себя называют. мгм. Вот. Это как доказательство состоятельности. Но не вышло, потому что это страна фикция, Советский Союз, и, естественно, продолжение его РФ, это тоже Мгм. фикция. Состоятельность не доказала. Нет, я Мгм. вижу, что это то же самое происходит а, в эфирном пространстве 1000 лет. Мгм. Я слышу катаклизмы снова. Идет от Ну, сектора интерферентов. Это как ступени развития, только не развития, а наоборот падение мгм. человеческого развития, то есть деволюция происходит. Ясно. Так, а 1000 лет это тоже закончилось уже? Да, закончились. Мгм. И состоятельность тоже он не доказал, этот Нет, Люцифер. не доказал. Мгм. Так, и что, какое имеет отношение то, что 1000 лет закончилось, к контракту Ирины? Как это относится? То есть контракт, 1000 лет А она закончено. Мгм. закончилась.
Она говорит, что она достает свой контракт, и я вижу, как эти синие накладки на руках, они, ну, как такие, как желеобразные перчатки, можно сказать. Мгм. Это инородное. Но когда я смотрю на это, слышу творение чудес. То есть вот эта вся эзотерическая шелуха Мгм. магическая. А, и она достает вот этот а, папирус свой, Мгм. древний. Так. И говорит, показывает это яблоко, в котором это черная какая-то, как зернышко. Мгм. Говорит, что она насмотрелась и наделалась, натворилась уже. Мгм. Она говорит, что она посмотрела и вот так смотрит на себя, на эту разорванную душу. Но как-то на каком-то как будто другом языке говорит. Мгм. Что это в Она говорит, переводе? что она Мгм. Да. увидела и поняла, что это плохо. Это как в Библии написано: "Сотворил Бог небо и землю, посмотрел, и было это хорошо". Мгм. А вот так, точно так же, в таком же пафосе это звучит, что она посмотрела на свое творение и узнала, говорит, что это плохо. И говорит: "Нет добра". И показывает вот этот рассеянный свет, который как Мгм. блестки блестит и, Тухнет. заманивает. Да, Мгм. говорит, Заманивает. что вот это нет добра, говорит, во зле. Протягивает руки именно к этой своей божественной душе, которая Мгм. там как застряла в этом гнезде. И ее да, просто, ну, как бы идет замен энергий, и эта черная выходит, а она как нимфа, так и звучит нимфа, то есть это другой вид существования, человеческий, то есть это как промежуточный акт творения, Мгм. более тонкий план. Я вижу, вот оно что. Вот эти все истории, вся история ее воплощений, это как раз и есть вот эти все слои, так называемые энергосферы, что там разделяют на эти чакры, на слои, казуальные, еще такой сякой. Это все исторический опыт, пройденный душой, все ее воплощения во всех измерениях Мгм. и весь набранный опыт. Она Хорошо, говорит, Виктория. что и Мгм. посмотрела она, и все это фикция. Мгм. Ну, И раз это вижу, как фикция. ее ноги вот так как отсоединяются от, вот этой прилепленной земле. И над Мгм. ней, над ее головой вот эта черная штука, которая закрывала, вот так раздвигается. И я Понятно. ей передаю, чтобы она расторгла этот контракт. Она вся сияет, выходит с этого, Мгм. поднимается вверх, а энергосфера стала прочная такая, а, как Мгм. шар. Я ей передаю, чтобы она вернула все частицы её божественной души. Мгм. То есть она отменит все эти занятия магией, все эти ее решения, Мгм. все, что аспекты она приготовила,
пусть все эти события она изменит так, как считает нужным. С отцом вот эта ситуация, да? Как она началась в этом воплощении? Я вижу, как из этого пепла, вот это как угли горящие, а потом пепел сверху. Мгм. Да. Просто это так раздвигается и выходит, слышу, божественный дух в центре ее вселенной, потому что каждая душа — это центр Мгм. вселенной, личной вселенной, которая Хорошо. есть как Да. отображение, как маленькая копия всей всего всесвіту, не вселенной, а всесвіту. Нужно правильно говорить. Все Мгм. есть свет, всесвіт. Хорошо, Виктория. Пусть Ирина очищает ее пространство, все чужеродное туда вниз, в портал, забирает все, что принадлежит ей, очищает. Вижу, как у нее из глаз вот эти клямки, клямбры вот так Мгм. уходят. И сердечная чакра — это все тоже, и свет такой идет. Я слышу озарение. Она поднимается как ангел вверх. Я ей передаю, чтобы она выталкивала все чужеродные энергии и отменяла все взаимодействия с магами, колдунами, с этим Ильей, расторгала этот контракт. Мгм. А я слышу, что расторгла контракт на сожительство на 1000 лет. Он считает, что вся земля его. Мгм. И я вот эти слова его слышу, что он говорил, что он хочет быть президентом всего мира. Вот откуда оно идет. Потому что Люцифер, он же, он же говорит, и он считается как управляющим всей Мгм. планеты Земля, потому что на Пора, планете Земля вот решается мгм. этот вопрос. Пора его увольнять. Не Да. справился. Так Ирина, Увольняем. значит, первая, кто расторгает этот контракт с ним. Мгм. Вот. Одурманенная этим неправильным Мгм. творением. Мгм. Да. Хорошо, пусть Ирина эту информацию о расторжении этого контракта, эту информацию распространит туда, куда она считает нужным. Если люди знают, что это за фикция такая. Мгм. Я ей передаю, чтобы она отсоединялась от всех потребительских программ, считывается. Ну, правильно, потому что они Мгм. потребляют энергию. Пусть она забирает все ее энергии, восстанавливает свой дух, душу, восстанавливает все аспекты ее души, и в каждом решении ее пусть поменяет решение на улучшение, прогресс, процветание. Мгм. Мгм. Отлично. Хорошо, Виктория. Отсоединяемся от всех тех ситуаций, поднимаемся втроем максимально вверх, Да. закрываем порталы. Мгм. Спросил Ирине, сейчас на этом сеансе все мы для нее сделали. Да, она говорит, расторгнут тысячелетний контракт. Мгм. Ну, хорошо, Виктория. Тогда прощаемся с Ириной. Мгм. Отсоединяйся от всех и всего. Да. Проверяй твое личное пространство, закрывай порталы, наполняйся энергией жизни. Мгм. Хорошо. Я посчитаю от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность, где я с тобой разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся.